Как можно перепрыгнуть грабли? У меня в детстве был очень необычный друг, и однажды у него был день рождения. Я получил приглашение на это знаменательное событие. К нему готовились около 2 недель. Я приготовил подарок и с удивительным настроем выдвинулся к нему на день рождения. Почему у меня был этот удивительный настрой? Потому что это была семья корейцев. И они у нас во дворе славились своими очень необычными блюдами, особыми рецептами, которые сохранила мама моего друга еще от своей мамы и от бабушки. И вот я в своей голове создал сказочные блюда. Я был весь в ожидании. В ожидании того, чтобы попробовать какие-то необычные, сказочные, экзотические блюда. Но я не учел одного маленького момента, что ожидания, которые строит человек в своем воображении, они очень часто пересекаются с привычками. Привычки из памяти действуют на наше воображение, и мы начинаем создавать внутри себя ожидания. Мне сказали, что будет какой-то супер удивительный салат из яблок, лука, каких-то морских продуктов и еще чего-то там. И я себе подумал, как это яблоки с луком, морские продукты, и был весь в предвкушении. И вот его мама заботливо положила каждому из нас блюдо, которое она приготовила, и с улыбкой смотрела на то, как мы будем их потчевать. Я по неосторожности, взяв вилкой достаточно большую порцию, не осмелился ее разделить и уже подумал, что не буду расстраивать и маму, и да и сам, весь в предвкушении, набрал полный рот чудесного салата. И, о боже мой, боже мой, боже мой! 2 литра воды потом мне пришлось выпить, все надо мной смеялись, ну и, конечно же, я тоже подхихикивал над своими друзьями, у которых не было привычки кушать такие острые, соленые и необычные для нашей культуры блюда. Придя домой после этого дня рождения, я крепко задумался. А что, если будет такая ситуация, что мы с моим другом попадем на какой-то необитаемый остров или в какую-то другую страну, где будет только лук и не будет, например, яблок? Это значит что? Я умру с голода, а он выживет. То есть одна из самых частых ситуаций, которая вызывает в нас дискомфорт, столкновение реальности с воображением, с ожиданиями. И если мы готовы пожертвовать, расстаться, растождествиться со своим ожиданием, то мы способны принять реальность более целостно, более адекватно. Если мои привычки, мои предпочтения настолько сильно цементируют в моем воображении ожидания, то я невольно начну стараться переделать окружающий мир под соответствие своим ожиданиям. Так поступают прямо сейчас миллионы людей, пытаясь переделывать своего партнера, пытаясь переделать окружающий мир. Конечно, умение воздействовать на окружающий мир – это очень важно, и мы разберем это умение в следующих наших выпусках. Но если вы научитесь гибко принимать реальность, такую, какая она есть, и не пытаться эту реальность впихнуть в свои собственные ожидания, вы сможете перепрыгнуть через очередные грабли в виде конфликтов, ссор, потерь, расстройств, дискомфорта, даже болезней. Поставьте, пожалуйста, лайк этому видео, если вы ощущаете, что следующие грабли вы сможете перепрыгнуть, используя это знание, развивая в себе навык
быть более пробужденным, не засыпать в воображении и ожиданиях. Всего вам доброго.